супер мягкий яичный сэндвич. В сегодняшнем видео мы раскроем секреты, как правильно варить яйца и как сделать супер мягкий яичный сэндвич. Нам понадобится, если на 2 сэндвича, то 8 яиц, и на 1 сэндвич 4 яйца. Но все зависит еще также от размера хлеба для тостов, которые вы будете использовать. Итак, нам нужно с вами поставить воду для нагревания, положить туда соль, буквально пол чайной ложки, и уксус, 1 чайную ложку или чуть более, зависит от того, насколько вы залили воды. Вода должна быть в объеме, чтобы она покрывала яйца. Растворите соль и доведите воду до кипения. Когда вода закипит, мы можем закладывать туда яйца, предварительно, конечно же, вымытые. Яйца должны быть не холодные, не прям такие из холодильника, они должны быть комнатной температуры. И если мы хотим жидкий желток, то варим 5 минут 30 секунд. Если же нам нужно яйцо, сваренное вкрутую, как сегодня нам для нашего рецепта, то мы варим 9-10 минут и затем вынимаем и кладем сразу в холодную воду. Когда мы только заложили яйца, первые 30 секунд нам нужно их аккуратно помешивать в одну сторону. Как только яйца сварились, мы сразу же кладем их в холодную воду, желательно со льдом. Но если льда нет, то просто холодная вода. И затем, надломив скорлупу, мы очищаем яйца. Лучше всего делать это прямо в воде. Так скорлупа лучше будет отходить, и сразу же мы получим чистое яичко без скорлупы на нем. Когда все яйца очищены, нам нужно отделить желток от белка. Вы скажете, зачем делать эту процедуру, когда можно просто нарезать яйцо? Да, в принципе, можно сделать яичный сэндвич, просто взяв и уже отваренное яйцо, сразу прям-таки нарубив, нарезав мелкими или средними кусками, кому как нравится. Но для нашего супер мягкого сэндвича нам нужно проделать эту процедуру. Так что отделяем желток от белка. Теперь, когда яйца подготовлены, нам понадобится железное сито. А почему? Ну, потому что оно должно быть упругое. Мы будем через него перетирать яйца. Причем сначала по очереди. Сначала мы будем перетирать желток. Удобнее всего делать это спатулой, но можно и ложкой, если нету. И, как вы видите, на дне будет собираться перетираемая масса. Ее можно так вот периодически снимать, чтобы помогать желтку и белку проходить через сито. После того, как мы перетерли желток, можно сразу прям-таки на него сверху перетирать и белок. Белок, сразу скажу, перетирать труднее, к нему нужно приложить гораздо больше усилий. И лучше всего, чтобы ваше сито, оно подходило по размеру ту посуду, которую вы подставляете, чтобы оно на него упиралось. Не перетирайте на весу, это очень неудобно и отнимает очень много сил и времени. Итак, когда мы все перетерли, теперь мы берем майонез. В каких пропорциях, это зависит от того, насколько вы любите майонез и насколько мягкую массу вы хотите получить. Добавляем туда соль и сахар по вкусу. Затем, когда мы все перемешаем, вы попробуйте, если чего-то не хватает, то тогда вы это добавляете, там соль или сахар. И закладываем в майонез, но в общей сложности приблизительно это где-то 4-5 столовых ложек майонеза, но всегда можно добавить. И затем кладем сливки. Сливки нам нужны любой жирности, 10, 20, и это не важно. И немножко, совсем чуть-чуть, наверное, скорее всего, 1 чайная ложка. Но это, опять же, вы можете всегда добавить, в зависимости от того, какой именно консистенции хотите получить массу. Все перемешиваем и добавляем черный молотый перец, опять же, по вкусу. Перемешали, попробовали. Если чего-то на ваш вкус не хватает, соль, перец, сахар или майонез, то опять-таки добавили и еще раз все перемешали. Когда вы получили массу нужной вам консистенции, она все равно будет мягкая за счет того, что вы перетерли яйца, мы берем хлеб для тостов. Опять же, он всегда бывает разного размера, я напоминаю, разной плотности. И на
кусочек хлеба мы начинаем наносить яичную массу. Вообще, поинт этого именно мягкого, вот этого сэндвича, рецепта с мягкой начинкой, в том, чтобы положить ее как можно больше. Вот, чтобы ее вот этот слой начинки, он был достаточно высокий. Приблизительно, вот как вы, например, возьмете ваш хлеб для тостов, и вот два его уровня как раз и должны быть, как два кусочка, должен быть уровень закладываемой начинки. Затем накрываем сверху вторым хлебушком и слегка прижимаем. Когда вы закладываете начинку, вы ее хорошо распределите, чтобы она повторяла форму хлебца, выравнивая края и уголки, чтобы это смотрелось красиво. Если масса получилась достаточно плотненькая, да, если она не слишком жидкая, это уже кому как нравится, то можно обрезать краешки хлеба, чтобы это смотрелось еще более красиво. И все, можно подавать к столу. Я обещаю, что этот рецепт оправдает свое название. Супер мягкий, с кофе, с чаем, кому как нравится. Лайкайте, подписывайтесь. И есть возможность еще раз ознакомиться с ингредиентами. Приятного аппетита!